Когда фантастика работает в полную силу, она перестает быть фоном и становится центром истории. Привет, киноманы, вы на канале Shadow Tavern. В этой подборке собраны сериалы, которые используют жанровые инструменты для рассказа о личном, политическом, социальном. В них нет отвлеченности, есть четкий фокус и готовность говорить прямо, даже если обернуто это в роботов, планеты или временные петли. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. Почти человек. 2048 год. Уровень преступности настолько велик, что полицейским в Лос-Анджелесе выдают в напарники андроидов. Это уже не просто техника, это полноценные напарники с человеческой внешностью и встроенными алгоритмами поведения. Для детектива Джона Кеннекса, ветерана, потерявшего прежнего напарника в перестрелке с боевыми роботами, такое решение кажется издевкой. Он не доверяет машинам и откровенно их ненавидит. Но выбора нет. Его новый напарник Дориан — экспериментальный андроид модели MX-43, способный чувствовать эмоции. Этот дуэт абсолютно разный, но именно это и становится движущей силой сериала. Через их совместную работу раскрываются не только преступления будущего, но и границы между человеком и машиной. Оа. Спустя 7 лет после исчезновения домой возвращается девушка по имени Прейри. Когда она пропала, была слепой, теперь видит и называет себя Оа. Родители в шоке, ФБР в замешательстве, а сама она отказывается делиться правдой. Вместо этого собирает группу случайных людей и рассказывает им то, во что никто не хочет верить. По ее словам, она пережила похищение, стала участницей опасных экспериментов, перемещалась между мирами и узнала нечто, что может изменить представление о жизни и смерти. В это трудно поверить, но чем дольше слушаешь, тем меньше хочется задавать вопросы, потому что история Оа — это не просто рассказ, это приглашение в нечто большее. Сериал рисует собственную картину реальности с параллельными измерениями, особой системой движений, духовной связью и тем, что логике не поддается. Он разрушает ожидания и не боится быть странным. Именно поэтому его закрытие после 2 сезонов стало настоящим ударом для преданных поклонников. Темная материя. Физик Джейсон Дессон живет обычной жизнью. Семья, работа, предсказуемые будни, пока однажды его не похищают. Он приходит в себя в реальности, где его жизнь пошла иначе. Он гениальный ученый и прославленный изобретатель. Здесь он построил устройство, способное открывать двери в другие вселенные. Вот только ради этого ему пришлось отказаться от всего, что он ценил. Теперь настоящий Джейсон вынужден путешествовать сквозь параллельные миры, пытаясь найти дорогу обратно в свою настоящую жизнь. С каждым переходом он сталкивается с разными версиями своего мира, часто жесткими, сломанными, редко успешными и почти всегда потерянными. Каждое из решений, принятых когда-то им самим, формирует отдельную ветку реальности. Сериал не задает темп бешеного экшена, но именно в этом его сила. Он держит на идее, кем бы ты стал, если бы выбрал иначе. И насколько дорога твоя жизнь? Именно это, а не любая из бесконечных версий. Сотня. Прошло почти 100 лет после того, как ядерная война стерла цивилизацию с лица Земли. Остатки человечества спаслись на орбитальной станции, но ресурсы там на исходе. Ради выживания руководство решает провести рискованный эксперимент, отправить на поверхность кого не жалко, а именно группу подростков-преступников, чтобы выяснить, можно ли снова жить на планете. Подростки оказываются на Земле без взрослых, без защиты и без четких правил. Все, что они знали, больше не работает. Вокруг опасные существа, враждебные выжившие и последствия катастрофы, о которых они не имели представления. А впереди борьба за власть, за справедливость и за то, как будет выглядеть новое общество. Видеть. Будущее, в котором люди потеряли зрение. Мир стал другим. Сотни лет люди живут в племенах, полагаются на слух, запах, память. Зрение стало легендой в плохом смысле. Новая религия считает, что те, кто им наделен, вестники конца света. И вот рождаются близнецы, которые видеть могут. Их приемный отец, Баба Воз, предводитель одного из племен. Он готов на все, чтобы защитить детей, потому что за ними охотятся. Королева знает об их существовании и отправляет на поиски охотников на ведьм. Сериал, к слову, не столько даже о боевых сценах, сколько о том, как мы воспринимаем реальность, что становится истиной, если люди видеть не могут, и можно ли доверять чувствам, если они единственный инструмент познания. Ну и да, ладно, боевые сцены здесь эпичные и крайне зрелищные. Кукольный дом. Представьте себе организацию, где людей можно перепрограммировать. Им стирают память, загружают новые навыки, новые личности, отправляют на задания, а потом все начинается сначала. Этих людей называют куклами. Их арендуют богатые клиенты, и снаружи никто не знает, как устроена система. Одна из них — Эхо. На первый взгляд такая же, как все, но постепенно она начинает вспоминать прошлое, видеть сквозь загруженные сценарии и задаваться вопросами, которые здесь не принято задавать. Кукольный дом ставит зрителя перед неприятными темами о свободе воли, границах контроля и этике технологий. И хотя сериал продержался всего 2 сезона, он успел создать мир, где сама идея личности выглядит хрупкой и уязвимой. Основание.
Империя огромна и кажется вечной, но математик Гэри Селдон знает, что это иллюзия. Его наука, психоистория позволяет увидеть будущее, и оно предсказуемо. Падение, хаос, тьма на тысячелетия. А чтобы сократить этот период, он создает основание, хранилище знаний и идей, которое должно пережить имперский крах. В этом месте сюжет разветвляется. В нем нет единственного героя, временные линии охватывают десятилетия, даже столетия. На переднем плане не только Селдон, но и другие фигуры. Математик, охранница Терминуса, императорская династия, религиозные лидеры. И как в любой хорошей фантастике, их судьбы переплетены как узор на сложном гобелене. Лучше, чем люди. Москва будущего. Роботы стали нормой, они убирают дома, управляют транспортом, сидят с детьми, но когда в дом обычной семьи попадает прототип нового поколения, все меняется. Семья Сафроновых оказывается в центре событий, которые выходят за рамки частной жизни. За их эмпатическим ботом Арисой гонятся корпорации, власти и радикальные группы. Каждая сторона хочет использовать ее по-своему. Но что, если у нее на это есть собственное мнение? Сериал является адаптацией шведского «Настоящие люди» с аналогичной концепцией и, как оригинал, задает прямой вопрос: как долго человек сможет сосуществовать с тем, кто быстрее, точнее и, возможно, эмоциональнее? И что произойдет, когда мы перестанем понимать, где заканчивается программа и начинается свободная воля? Затерянная комната. Обычный, ничем не примечательный ключ от номера мотеля, но он открывает дверь в комнату, которая не подчиняется законам реальности, и из нее можно попасть куда угодно. Детектив Джо Миллер случайно получает этот ключ и теряет свою дочь, которая исчезает внутри комнаты. В поисках ответов он сталкивается с миром, где существуют объекты, вещи из той же комнаты, каждый из которых обладает уникальными, часто опасными свойствами. Они разбросаны по миру, а за ними охотятся те, кто знает об их силе. Затерянная комната — это компактный мини-сериал, но в нем удивительная плотность смыслов. Он не распыляется на второстепенные линии, а прямо идет к сути, к одержимости, власти и боли утраты. Посредник. Что если бы кто-то взял все безумие комиксов, добавил туда фантастику и приправил все ироничным юмором? Примерно так и выглядит этот сериал. История Венди Уотсон, молодой художницы, которая внезапно становится оперативником в тайной организации, занимающейся устранением странных и зачастую нелепо опасных угроз. Безумный ученый, вторжение с других планет, говорящие обезьяны — все это часть ее новой работы. Помогает ей в этом загадочный наставник по прозвищу Миддлмен или Посредник, у которого за плечами целый список сверхъестественных миссий. Сериал легко прыгает между фантастикой и комедией, намеренно подчеркивая абсурдность клише жанра, но делает это с любовью и самоиронией. Хотя шоу продержалось только один сезон, оно быстро обрело статус культового, благодаря своей узнаваемой стилистике и запоминающимся диалогам. Колония. Будущее не всегда блестящие небоскребы и роботы-дворецкие. В колонии это разделенный на сектора Лос-Анджелес, оккупированный неизвестной инопланетной силой. За высоким периметром под тотальным контролем живут обычные люди, пытаясь сохранить хоть каплю свободы. Главный герой Уилл Боумен, бывший агент ФБР, оказывается в ловушке. Чтобы вернуть своего сына, он должен сотрудничать с оккупантами. Его жена Кэти выбирает иной путь, тихо присоединяется к сопротивлению. Внутри семьи растет напряжение, и каждый их шаг — борьба между страхом и надеждой. Корпорация. 2074. Земля уже давно не под контролем государств, ею управляют корпорации. Экология рухнула, ресурсы истощены, а общество расколото. В зеленых зонах безопасность и привилегии, в красных нищета и хаос. И если ты хочешь выжить, нужно играть по их правилам. Главный герой Бен Ларсон работает на крупнейшую корпорацию, но у него есть цель — спасти возлюбленную, которую держит по ту сторону цивилизованного мира. Чтобы добраться до нее, он готов пойти на все, в том числе на обман, предательство и проникновение в элиту. Сериал держит в напряжении не только сюжетом, но и тем, насколько пугающе реалистичным выглядит этот технократический кошмар. Вдали. Когда речь заходит о полетах на Марс, на ум сразу приходят технологии, опасности, межзвездные дистанции, но вдали предлагает иной взгляд, через призму семьи, страха, верности и боли от разлуки. Это история международной миссии, отправляющейся к Красной планете на 3 года. 3 года — это вечность, когда на Земле остается все, что составляет суть твоей жизни. Космос здесь становится фоном и, более того, усилителем внутренних драм. Некоторые зрители ожидали больше научной фантастики, и я не осуждаю и даже понимаю, но сериал упрямо держит курс на эмоции. Иногда слишком явно, но все же честно. Власть. Что произойдет, если подростки вдруг получат силу, способную сокрушить взрослых? Власть отвечает на этот вопрос буквально. По всему миру девушки-подростки начинают генерировать энергию, не в смысле метафоры, а буквально. Новая энергия меняет привычный порядок вещей, рушатся устои, политика становится хаотичнее, старые страхи всплывают на поверхность. Эта история, пожалуй, очевидно вдохновлена современной повесткой, но все равно представляет интерес, ведь она о сдвиге, в мышлении, в страхе, в отношении к силе. Дракула.
Попытка взглянуть на легенду свежим взглядом, не теряя ее темных корней. За адаптацией стоят те же авторы, что подарили нам Шерлока, и дух эксперимента чувствуется с первой сцены. Всего 3 эпизода, и каждый играет с ожиданиями. Первый — классическая готика и практически экранизация оригинала. Второй — напряженная драма, отсылающая к главе судовой журнал Диметра книги Брэма Стокера. Третий — неожиданный скачок в современность. В центре все тот же бессмертный монстр, но на этот раз он не просто пьет кровь, он говорит о страхе смерти, о вере, о самобытности. Его враг, очевидно, потомок Ван Хельсинга, не менее острый на ум и не менее опасный. Темная эстетика, едкий юмор и нестандартные повороты. Все это делает Дракулу неоднозначным, но запоминающимся сериалом. И на этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр. Если выпуск вам понравился, не стесняйтесь делиться ссылкой на него со своими друзьями, подписываться на канал и нажимать на кнопки под плеером. В закрепленном комменте вы найдете ссылки на мои соцсети и на мой новый канал. Понемногу я переберусь именно туда. И до встречи в следующем выпуске. Пока.